Всем привет! Я в углу. А знаете, зачем детей ставили раньше в угол? Говорят, что углы забирают негативную энергию. Итак, не буду вас отвлекать от темы. Дырка действительно у меня случилась и вообще непредсказуемая. Стена уже была законченная. Сейчас покажу вам, что случилось. Как всегда, я хочу, чтобы ваша подписка была для вас полезна, и мой канал, как всегда, тоже. Я не говорю, что это будет в каждом видео, но в каждом видео, возможно, я что-нибудь брякну умное или покажу что-нибудь. Но сегодня вообще особенно такой уникальный случай. Я сам в шоке и поделюсь с вами. Я уверен, что у каждого из вас что-то есть подобное, просто вы об этом не догадываетесь. Ну или в будущем будете понимать. Итак, начну с предисловия. Все полгода уже меня мучила одна проблема. Уйду от солнца, бо плохо. Все белое получается. Я не знаю, камера автоматически делает экспозицию и снимает неправильно, короче. Сейчас я вам включу фонарик, покажу, в чем была проблема. Видите вот эти пятна муфы? Они были постоянно, оно не мокрое, понимаете, когда я это пальцем сдираю, оно шелушится, как сухое, но пятно-то есть. Я уже грешил, что Марьян соединил трубы плохо, я думаю, не может так быть, я же знаю, как Марьян работает. Короче, пришел я сегодня сюда, прохожу, думаю, блин, это пятно увеличивается, и оно мне не давало. Маленькое было все лето, а сейчас еще больше стало. Так, ешь ты моешь, я же не могу так оставить, мне скоро красить фасад надо, я уже на фасад перехожу. Ну и вот здесь какой-то косяк случился. Как же без косяков? Когда мы заделали, здесь Марьян соединял трубы. Дело в том, что даже особо видео не снимал, что я здесь особо не контролировал, просто ему доверял. Но да, явно здесь какая-то проблема. Надо мне это открывать, проверять, как это не печально. Но так оставить нельзя, оно стало увеличиваться. Была маленькая вроде такая полосочка, сейчас она больше. Что здесь происходит, непонятно. У меня нету слов, я не знаю, что сказать. Надо открывать. Обидно, досадно. Ну ладно. Начинаю зубилом, потому что боюсь, что там трубы. Я не знаю, что. Марьян-то более-менее помнит, а его нету. И позвонить ему не могу, не отвечает, занят он. Ладно, раздолбаю, покажу. Сухо, не знаю. Я не знаю, что делать. Проверить тут еще. И вот до чего я додолбался. Я уже на всякий случай тут проверяю, какие там пятна, не пятна. Ну вот это пятно я поливал компрессором. Думаю, я проверю, как же этот, дождь там действительно может попасть в эту дырку. Так. Теперь я проведу имитацию дождя, так сказать, и для контента будет интересно, и проведу просто эксперимент. Внизу я поставил бутылку, посмотреть, насколько будет вода
туда затекать. Дело в том, что да, мне легко предположить, что это, закрыть и все. А вдруг не это? А вдруг это совпадение? Мне надо проверить точно. Итак, у нас идет дождь. Затея оказалась бессмысленной, потому что, ну что, у меня пыль идет оттуда, а когда здесь дождь и ливень, еще и с ветром, все-таки там по-другому. Наверняка там течет, и я уверен все-таки, что туда затекало. Здесь был раньше плафон, видите. Я его срезал, но трубку оставил. Что-то я как-то не подумал, вот действительно вступил. Но я не мог подумать, что эта трубка идет вот так вот сюда вниз. И что я потом нашел, что она соединяется вот здесь вот таким вот образом. И она соединена была просто простым бумажным скотчем, который весь был мокрый. Он еще кусочек остался. Вода текла именно отсюда. Вот оно, все мокрое. Что за хрень, блин? Надо дунуть, куда оно идет, блин. Оно идет сюда. Идет куда? Ну что, оно могло оттуда вот так вот затекать? Каким образом? Я не понимаю. Ничего не понимаю. Но то, что бумага мокрая, это факт. Возможно, оно не могло так заливать в эту дырку. Надо, чтобы шлангом туда оно затекало. Я не верю просто. Включим воображение, когда идет такой дождь. И, наверное, я все-таки остановлюсь на том, что проблема была в этой дырке, в этом курагате. Хотя в этом месте. Как мне это понять? Офигеть. Я не знаю. Это просто капец. Он даже не заходит друг в друга. Вы видите, как оно было? Соединение. Все. Я ничего не отрезал здесь. Вот так оно и было. Понимаете, но многие вещи здесь сделаны более-менее умным. Но такое впечатление, что иногда у людей пумой выключается голова вообще. И эта точка фактически это точно напротив того, что я вам показал с той стороны, где вот эта сырость. Вот этот материал туфа, он как губка. Оно даже если просочится здесь, оно в первую очередь, это туфа потянет эту влагу туда, прежде чем оно выйдет сюда. И видите, здесь есть радужная такая штука. То есть отсюда оно шло явно. Я уже и Марьяну звоню, он занят сегодня целый день. Говорю, думаю, ну блин, хоть он мне поможет, что происходит с этой дыркой. И, в общем, раздолбал такой кусок работы, слава богу, что нашел. Но, в принципе, вы понимаете, из-за такой мелочи, из-за сраной дырки. Сейчас я буду все эти дырки опять закрывать. И главное же знал, что это все надо проверять, контролировать. И я уверен, что оно еще и подтекает там сверху где-то. Ну, долбать я уже не буду. И вот так вот тоже ступил. Ну, как ступил? Я вам гарантирую, что если вы выйдете у себя в дома, посмотрите, то у 50% такие проблемы есть. А здесь, в этом месте, здесь все время сквозняк. Во-первых, сюда солнце никогда не приходит. И все время здесь дует так, сквознячок. То есть вполне возможно, что во время дождя, еще когда ветер, он прямо бьет в стену. А вот этот вот материал, это клей. И когда сильный дождь идет, оно не впитывает в себя, здесь нету еще краски, он сам по себе такой, то вода прям подтечет по нему. И даже получается, если оно будет сильно течь, то оно все равно туда затечет. Еще видите, как я заделал? Типа заходи туда и живи там. В общем, вот такая сегодня у меня очередная победа. С одной стороны раздолбал, обидно заделывать, но что делать, уже все по пути буду делать. Зато главное, решил проблему. Часто люди делают антенные кабеля вот таким вот образом. И они входят
в стену, правильно? Ну а как по-другому? Пум-пум, там. Фонарики всякие висят у нас, да, на стенах. Что-то типа такого, кстати. Это мне тоже не нравится. Делаю я сейчас этот фасад, снял там всякие вам видосы, но пока не об этом. Пока я говорю о таких кабелях. Тоже дырка вовнутрь. Начну с самого главного. Если вы пускаете кабель таким образом, и вам действительно нужно зайти туда, никогда не пускайте его вот так вот. Потому что, когда вода, идет дождь, по кабелю течет вода и заходит туда вовнутрь. Либо заделываете дырку, но дырку не хочется заделывать, потому что там все-таки трубка. И обычно, видите, во всяком случае, в этом доме все дырки эти открыты. Вот так вот. Пару штук я закрыл. Вот этот провод. Нет, кстати, еще здесь он тоже. Видите, заходит так. Никто об этом не задумывается. Здесь у нас также, видите, фонарик и там дырочка. Идем дальше. У меня камера не любит, когда солнце. Хорошо, когда светильники ваши установлены вот так вот, плотно к стенке. Бывает, что там тоже получается зазор, куда тоже может попадать вода и попадать в тот же кураган. Скажи привет, зрители. Я хорошая, мне скучно. Да? У меня все нормально с мозгами. Ну, просто когда вы посидели тут так. В общем, у меня, короче, есть уже полно видео. Я не могу здесь выгружать эти видео. Интернет здесь слабый. И у меня целый день будет выгружаться видео, не факт, что уйдет. Иногда я для того, чтобы выгрузить видео на YouTube, должен ехать домой. Дома это все у меня происходит за 5 минут. Wi-Fi у меня супер. Fastweb, фибра. Всем пока. Спасибо за просмотр, за лайки, за подписки. Еще раз вам говорю, я не выпрашиваю подписки, я вам объясняю, что вам выгодно на меня подписываться, что постепенно многие вещи я вам буду рассказывать от души. Кстати, за донаты я всегда за. Кто желает, супер спасибо и все такое. Просмотров у меня пока мало. Каждое видео мне иной раз выходит 2-3 евро. Так что не думайте, что я тут сильно-сильно богатей. Мне вообще, я не знаю, зачем я этот YouTube делаю. Ну, разве что проснется, он разбудится, поедет. Да и, как всегда, новые друзья, новые знакомые. Всем пока. Так. Кабачки мои дают много цветов. Решил их пожарить. Плюс 2 котлеты из дома. И можно пообедать. В одном из следующих видео я покажу мой осмотр дома. Тоже, кстати, за 25 тысяч. У вас будет возможность сравнить, что продают другие люди. В общем, тоже, думаю, будет интересно. Pure questo. Allora, questo qui se lo prendi fino a lì come sta, vedi che viene giù, so 15.000. Oppure se senza questo pezzo qui, io so 10.000 da questo striscia viene giù. Come lei puoi vendere questo pezzo dopo per 5.000? Come? No, di là c'è mio fratello. Capito? Ah, Tu non devi preoccupare, tu devi quello che ti interessa a te, capito? Qui c'hanno delle galline, capito?